Приветствую вас, уважаемые друзья и гости моего канала. Меня зовут Арина. В этом видео мы узнаем, какой характер, какая сущность и какое предназначение в жизни для людей, которые рождены 8 числа любого месяца. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы начинаем. Независимо от того, под каким знаком зодиака рождены люди 8 числа, им также всегда будет сопутствовать, помогать и влиять стихия Земля. Обратите внимание на эту картинку, это и есть люди, рожденные 8 числа. Конечно же, кто-то из вас сразу узнал себя здесь. Это может быть образ жизни, это может быть внутреннее состояние души, либо же направление, через которое человек видит все, что происходит вокруг него. А эти люди все принимают в позитиве, либо же через мощный фильтр позитива. Это интересные люди, как правило, и внешне, и внутренне. У них присутствует сила духа, стремление к победе, уверенность в себе практически во всем и везде. Эти люди умеют преодолевать трудности и преграды в жизни, потому что они на это смотрят с позитивом. Вот есть такое выражение: «Посмейтесь с проблемой, и она уйдет от вас». И вот эти люди это умеют делать. Они обладают гибким умом, и у них широкий круг интересов. И в связи с этим они умеют приспосабливаться к разным ситуациям, к разным проблемным ситуациям. И ихняя способность заниматься разными делами помогает им перекрыть, откуда-то взять позитив для того, чтобы перекрыть какое-либо направление негатива. И поэтому они иногда предпочитают нехоженные тропы и рано отделяются от родителей. Это люди эмоциональные, но у них эмоциональность устойчивая, хоть они преобладают такими чертами, как гордость, страсть, темпераментность, но они в состоянии этим владеть. Они знают, когда нужно это усмирить, а когда разбудить. Потому как зачастую эти люди стремятся прочно стать на якорь и обрести счастье в отношениях с близким человеком, которого, кстати, они выбирают очень тщательно. Они смотрят на свой выбор как на единственный и на всю жизнь. Они терпимы, гуманны, мягкий очень характер, который позволяет быть в радости, в состоянии радости и в состоянии любви, если есть рядом близкий человек, практически постоянно. Они умеют получать удовольствие от маленьких радостей жизни, разделяя их с дорогими и близкими людьми, наслаждаясь при этом чувством близости. Для них это очень важно. Это одна из основных частей их постоянного состояния счастья. Там, где они находятся, всегда интересно, весело и гармонично. По своей натуре это добрые, а иногда очень добрые люди. Они легко идут на контакт. И так как и во всем, в людях они ценят качество. То есть так как они могут радоваться от малого, но обязательно, чтобы это был позитив и приятные моменты в жизни, ну и конкретно в каком-либо человеке. И это я вам рассказала о людях, которые рождены 8 числа любого месяца, которые стоят либо же на пути своей реализации, либо же уже реализованный, самодостаточный человек, который глубокий и осознанный. Для того, чтобы понять, реализованный человек или нет, нужно проанализировать, занимаетесь ли вы деятельностью, которая рекомендована для этих людей. А именно, по своей сущности вы должны быть политиком любого масштаба. Ваша гибкость и коммуникация сделает из вас перспективного и серьезного политика. Также это может быть врач любого направления, преподаватель. Здесь тоже очень широкий спектр
деятельности. Это могут быть преподаватели детей, высших учреждений, коучи, любой профессионал, который делится своим опытом и обучает других. Конечно же, шоу-бизнес — это неотъемлемая среда, где эти люди себя чувствуют в своей тарелке, на своей планете. И эта среда шоу-бизнеса для многих практически необходима. Но здесь тоже очень широкий спектр деятельности. Ну и также, если у вас есть желание, либо же по каким-либо другим причинам вы можете также себя реализовать в сфере каких-либо агентов, либо же секретных служб. От вашего обаяния, которое от вас исходит, вам все будут безоговорочно верить, и своим позитивом вы сможете просто всех гипнотизировать. Но аккуратно, конечно, не перегибайте. Но также это может быть конферансье, тамада и другие профессии, связанные с праздниками, либо же организация праздников, проведение праздников, либо же постановка праздников. Если вы находитесь в одной из этих сфер, значит вы находитесь уже в своей реализации, либо же на пути к достижению цели, максимального ощущения счастья и радости. Если вы не занимаетесь совершенно и близко этими деятельностями и не участвуете никаким образом в этой сфере деятельности, прослушайте еще раз и выберите для себя что-нибудь хотя бы одно и сделайте в своей жизни из этого хотя бы хобби. И уже вас перенаправит и поможет вам максимально раскрыться. Потому как если человек не стоит на пути реализации, не реализован, то люди, рожденные 8 числа любого месяца, могут иметь такие черты характера, как флегматичность, который будет неискренен по отношению как к себе, так и к окружающим. Он будет совсем соглашаться, лишь бы от него отстали, но на самом деле он так не думает, и у него совершенно другое мнение, либо же взгляды на то, о чем вы говорите с ним. И в этом формируется некая скрытность, какой-то обман, и этот человек постепенно начинает закрываться от всех, от себя, и, конечно же, не получается у него от этого радоваться, он не получает от этого кайф, и иногда он даже сам себе не рад. Они никогда не получают удовлетворения от процесса чего-либо. Они просто успокаиваются, галочку поставили, что это уже сделано, ну вот и все, отстаньте от меня. Чувство ответственности, конечно, этих людей подталкивать в любом случае сделать, нравится это или не нравится, но процесс любой работы, любой деятельности и даже иногда отношений их особо не радует. Поэтому, если вы заметили в себе эти негативные черты характера, поведенческие моменты, либо у своих знакомых, значит, попробуйте сделать, как я вам говорила, станьте на путь своей реализации, хотя бы хобби малейшие, и вы почувствуете, как у вас поменяются ваши взгляды, поменяются ваши отношения к чему-либо, и придут какие-то решения, какие-то люди примагнитятся к вам, которые помогут стать вам на путь реализации и раскрыться как личность. У вас появится другое окружение, которое будет вас радовать, от которых вы будете получать массу интересных идей, удовольствия общения, и также могут наладиться личные отношения, укрепить эти отношения и жить дальше уже с удовольствием и радостью, которая вас должна всегда окружать. Запомните, вы человек, который должны радоваться, вы рождены для радости и счастья. И также не забывайте этой радостью и счастьем делиться с другими. И от этого состояния счастья, когда вы будете получать, вы будете наполненным и реализованным человеком, которому будут не страшны любые проблемы, потому что этой силы у вас хватит для решения любых вопросов и любых проблем. Я надеюсь, вы меня услышали. Ну и напоминаю, подписывайтесь на канал, кто не подписан еще. Ставьте лайки, мне это очень необходимо. Вы даже не понимаете, насколько вы меня радуете, а вы обязаны радовать всех. Вот такой легкий шантаж по отношению к вам. Ну и пишите, конечно, комментарии, я вам всегда отвечу. И до новых встреч!